Я девочка, я хочу отношений, я к ним готова. Ты мне ответь на этот вопрос. Почему у меня нет отношений? Так, это ты у меня в гостях или я у тебя в гостях? А во мне огромное количество граней. Мужчины, наверное, боятся тебя просто. Женщина должна стоять у плиты. Ты считаешь, что это потерянное время? Я так пилю мозг, как никто не пилит. Я теперь чувствую себя на лобном месте. Я никогда не прогибалась, вот никогда. Ты всегда была такой? Хотя бы ты меня можешь не опускать. А то у меня что, невкусно пахнет, я вызываю отвращение. Почему люди испытывают ко мне ненависть? Ты счастливая женщина? Но я получаю удовольствие иногда на сцене, понимаешь? То самое. Оргазм. Мне так нравится, Арман так внимательно слушает, как будто ему это интересно. Ольге Бузовой 35, и она снова привыкает просыпаться одна. В жизни певицы и телеведущей произошла очередная громкая личная драма. Почему ей так не везет в любви? Жалеет ли она о прошлых романах? На что тратит заработанные деньги и когда планирует родить ребенка? Об этом она откровенно рассказала в интервью Арману Давлетярову. Привет, Оля. Привет, Рад тебя Арман. видеть. Спасибо, что ты нашла время. Сегодня у нас будет разговор на несколько тем, в которых ты как рыба в воде. Это, конечно же, успех. Успех. Это окружение твое. Это красота и здоровье. И, конечно же, отношения. Почему ты выбрала именно эту специальность в своей жизни? С самого юного возраста знала, что я буду на сцене. С 13 лет я уже конкретно мечтала о сцене в любом проявлении. То есть я четко понимала, то есть девочка в 13 лет учится в 9 классе, учится хорошо, но я четко понимала, что все это образование, оно мне, конечно же, необходимо, и я закончила и высшее заведение с красным дипломом, и очень этим горжусь. Почему я постоянно об этом говорю? Потому что это важно для меня, потому что я считаю, что чем бы ты ни занимался, все равно в будущем образование нужно получать. И детям своим я буду тоже тыкать, как мне мама тыкала в нос этим дипломом. Я буду точно так же тыкать своим детям этим дипломом, чтобы и они брали с меня пример. Но несмотря на образование, которое я получала, высшее и хорошее, я всегда четко понимала, что я хочу на сцену. Просто мама мне не разрешила поступать в театральный. Когда я в 16 лет определялась с вузом, я хотела играть. Я хотела... Играть в театре? Играть в театре, да. Мама мне не разрешила поступать в театральный. Почему-то тогда наша семья посчитала, что это не принесет в будущем мне какой-то прибыли. А, естественно, родители, ты сам родитель, ты прекрасно понимаешь и знаешь, что ты в первую очередь беспокоишься о будущем своих детей. И тебе хочется, чтобы они не просто радовались от полученного образования и профессии, но еще получали, естественно, заработок. Поэтому я отучилась, как хотели родители, в СПбГУ, на геофаке. Но ты считаешь, что это потерянное время? Я ни о чем не жалею. Но моя жизнь бы по-другому сложилась, если бы в тот момент я настояла все-таки на своем, и родители бы мне предоставили право выбора. Однако Оля не оставляет свои мечты о шоу-бизнесе. Она заполняет анкету на участие в реалити и попадает в один из самых скандальных телепроектов. Там Бузова получает свою первую минуту славы. Во время участия в известном шоу, тогда еще блондинка, активно строила любовь и полюбилась многим зрителям. Всем же кажется, твоим коллегам и, наверное, может быть, и зрителям, что у тебя все так легко получилось, что, вот знаешь, это вот Золушка, Это вообще, которая вдруг это знаешь, откуда-то как это появилась, и вдруг у нее все получилось, а сейчас Бузова везде, она востребована, она богата, она одна из самых ярких персон в нашей индустрии. Но вот про твой тернистый путь, кстати, это мало кто знает. Мало кто знает, на самом деле это очень обидно, когда считают, что все так на блюдечке золотой каемочки, потому что это абсолютно не так, и близкие мои люди, мое окружение знают, с каким трудом. А какие трудности ты прошла? Вот о каких трудностях ты говоришь? Могу сказать, что все, что на сегодняшний день есть у меня сейчас, это я все сделала своими руками. Прожив на реалити 3,5 года, Олю пригласили стать ведущей этого скандально популярного проекта, наравне с Ксенией Бородиной и Ксенией Собчак. Когда я стала ведущей, это была первая трудность, с которой я столкнулась, потому что меня просто не воспринимали всерьез.
Ну, вот представь, бегает девочка, да, ее на каждое голосование ее выгоняют, потому что не всегда мне удавалось находить общий язык с коллегами по бревну, потому что у меня всегда было свое четкое мнение, которое я отстаивала. Я козерог, я упертая, я никогда не прогибалась. Вот никогда. Это качество во мне всегда, и оно мне очень помогает по жизни. То есть у меня всегда есть на все четкое мнение. И тут меня можно всегда выгнать, меня всегда спасали зрители, зрительская любовь. Ты знаешь, она по-прежнему есть, поэтому в будущем уже появилась такая фраза «Мои люди всегда со мной» на протяжении многих лет. И тут я такая с пенечка прихожу и сажусь в центр наравне с Собчак, вы знакомы, да, Ксении Анатольевной, и Ксенией Бородиной. Меня ни участники, ни мои соведущие не воспринимали всерьез, и я просто помню, что как мне сложно было, как я убегала, меня не слушались. А ты вот просил этих людей, которые тебя не воспринимали, или даже где-то, может быть, с издевкой на тебя смотрели? Издевкой, да, а сегодня они как бы хотят быть в кругу твоих друзей. Или быть причастной к твоей популярности, ну, по крайней мере, в интернете. Знаешь, я вообще не злопамятный человек. У меня даже такого нет, что я кого-то там должна была простить. Я просто прекрасно понимаю, как сейчас поменялись приоритеты, и адекватно воспринимаю все то, что происходит. Но это правила игры, которые ты принимаешь. принимаешь. Правила игры, которые я принимаю, да, и правила игры, которые я устанавливаю сама. То есть я своей работой, своей трудоспособностью, своей карьерой, которую я строю сама, доказала не только себе, но и всем остальным, что меня вы можете не любить. И можете по-прежнему тыкать в меня пальцами, не хотеть со мной сидеть за одним столом. Но уважать вы меня должны, потому что есть за что. Из своей личной жизни Бузова никогда не делала тайны. На «Доме-2» понятно, что все и так происходило на глазах зрителей. Но и выйдя замуж за футболиста Дмитрия Тарасова, практически каждый их шаг Оля снимала на телефон и делилась со своими подписчиками. Я читал как-то интервью твоего бывшего супруга, случайно причем, где он говорил о том, что наша семейная жизнь последние годы это была практически жизнь в прямом эфире, потому что Оля всегда сидела в телефоне и всегда фотографировала. Вот мы едим, вот мы едем, вот мы спим, вот мы встаем. Ну, очень смешно читать было такие комментарии. Вот мне твой по этому поводу. Да, просто если ты поинтересуешься и зайдешь на страницу к моему супругу, то ты увидишь, что там такое количество фотографий, которых даже у меня не было с ним. Поэтому всегда мы людей обвиняем в том, в чем сами грешны. Знаешь, иногда в своем глазу не видишь бревна, а да, в чужом соринку замечаешь. Я публичный человек, и муж женился на самой известной девушке в стране, которая была уже на тот момент. Поэтому, естественно, моя социальная жизнь – это часть моей жизни, в том числе и вот это. Все для тебя, каждый мой вдох, вся моя жизнь – это любовь. Все для тебя, ночи и дни, лишь рядом с тобой. Я знаю, что Менее чем через 5 лет брака Бузова и Тарасов разводятся. Оля кардинально меняет имидж и становится певицей. Мало кто знает, тебе расскажу. Все думают, что там карьера моя музыкальная началась только после того, как я развелась с супругом. Это не так. Я песню записала еще находясь в браке. И все знали об этом, и мой супруг об этом знал, хотя говорил мне, зачем тебе это надо, это бред. Но я уже тогда понимала, что я настолько хотела, я не могла больше. И я смотрела, что идут годы, 30 лет, а я хочу петь. Очень долго я искала материалы. Вот первая песня «Под звуки поцелуев», где я пою про любовь. Я счастлива была, песню записывала в браке, она была записана в июне 2016 года. но все равно под звуки поцелуев мы уснем и проснемся, вместе проснемся. И все равно мы обо всем забудем, перепишем, сотремся, снова сотремся. Но все равно под звуки поцелуев мы уснем и проснемся, вместе проснемся. Я не считаю, что в личной жизни была ошибка. Я любила и была любима.
И это прекрасный был период в моей жизни. И я очень часто вспоминаю и думаю, поменяла бы ли я что-то, если была бы такая возможность. Знаешь, вопросы любят задавать. Что бы вы изменили, о чем вы жалеете? Я жалею только о том, что все, что у меня сейчас есть, я это получила слишком поздно. Я сейчас смотрю на 20-летних артистов, которые идут своей дорогой, и которые уже сегодня обладают успехом и популярностью, и финансовой самодостаточностью, независимостью. Мне так хотелось бы, чтобы все, что у меня вот сейчас есть, чтобы было чуть пораньше. Несколько лет после расставания с Тарасовым Оля была одна. Она даже участвовала в реалити, где искала себе мужа, но снова не сложилось. Как же обрадовались поклонники Бузовой, когда она наконец-то подтвердила отношения с блогером Давидом Манукяном, с которым они познакомились на съемках ее клипа «Лайкер». Не беси меня, милый, ты отлайкал все фотки, даже без обработки, даже без фотошопа. Вот такая вот. Их история любви со стороны выглядела очень красивой и романтичной. Дава засыпал Олю цветами и подарками. Они вместе путешествовали и снимали трогательные клипы. Мандаринка и бокальчик любимого игристого. Нас окружит зимушка пушистая. Заберу тебя с собой в Новый год. Мандаринка и бокальчик любимого игристого. Нас окружит зимушка пушистая. Заберу тебя с собой в Новый год. Волшебная сказка закончилась неожиданно. Поклонники пары ждали свадьбу, а остались свидетелями стремительного разрыва. Были такие яркие отношения, знаешь, говорят, счастье любит тишину. Наверное, это где-то и так, но я такой человек, что я не могу. Мне кажется, когда ты любишь, ты хочешь кричать о своей любви. И, собственно говоря, если это можно сказать как ошибка, да, что просто мне больнее было переживать расставание, потому что это не только была моя боль, но это было так очень публично. Я включу грустный трек, под который тогда танцевали вдвоем, так безумно любя. Я включу грустный трек, под который тогда танцевали вдвоем, так безумно любя. Поверь мне, Арман, я бы с удовольствием написала песню о любви и спела бы о том, как я счастлива. Я правда этого хочу, но я не могу в творчестве говорить о любви, если я ее сейчас не испытываю. Я девочка, я хочу отношений, я к ним готова, прошло уже очень много времени. Вот ты мне ответь на этот вопрос. На какой? Мне вот правда очень интересно, почему у меня нет отношений. Так, это ты у меня в гостях или я у тебя в гостях? Я у тебя в гостях, но мне правда интересно мнение. То есть ты же мужчина. Мужчины, наверное, боятся тебя просто. Я стремлюсь к отношениям. Вот, я стремлюсь к Свободный отношениям. капс. Вот, посмотрите. Вот. Я стремлюсь к отношениям. Что я прекрасно выгляжу, я молода, я красивая, я талантливая, я самодостаточная, у меня прекрасное чувство юмора, я легкая, я не буду парить мозг, я уже взрослая, то есть я не истеричка, понимаешь? Со Так мной зачем тебе кто-то нужен в таком случае? Да ну в смысле? У тебя настолько все хорошо, слышишь? Зачем тебе? Нет, Пришла ну что домой. значит? Ну а зачем? Ну, если ведь мужчина женится, ему нужно, чтобы жена попарила мозг. Ты понимаешь? Ну хорошо, слушай, я могу и попарить Ну ты мозг. говоришь, вот все, что ты сейчас перечислила, это все мужчине не нужно, понимаешь? То есть вам нужно, чтобы вам парили мозг и Естественно. пилили? Периодически нужно, чтобы парили Хорошо, мозг. слушай, я так пилю мозг, как никто не пилит. Реально, у меня такая школа на телевидении и в отношениях. Смотри, что как ты быстро переобулась. Слушай, ну конечно, ради мужчины я готова на все. Ради любимого. Я могу так запилить мозг. Снежинки падают, падают к нам в руки. И мне с тобой так хорошо и никогда скучать. Салюты тают, летают, и ни минуты терять не будем, мы будем танцевать. На-на-на-на-на, на-на-на-на-на. Чудо случится, будем веселиться. А родить ребеночка просто для себя. И я думала об этом, потому что я очень хочу всю свою любовь
подарить своим детям, пока у меня есть возможность обеспечивать. Я хочу показать мир, хочу дать лучшее образование. Я хочу дочь, я хочу сына, чтобы продолжал мой род. Твои родители наверняка переживают, что Переживают. что ты одна. Переживают, мама очень переживает. Хотят внуков. Папа, конечно, и папа переживает, потому что, ну, конечно, хочется плеча мужского, и хочется и ножки свесить, просто хочется пообниматься, просто хочется вот этой теплоты, потому что ту любовь, которую я получаю от близких людей, от команды, от моих зрителей, поклонников, это не та любовь, которую ты получаешь от любимого человека, это разное. Мало половин, мало половин, мало половин, мало половин, мало половин, мало половин. Я открываю мир других мужчин. Я получаю удовольствие иногда на сцене, понимаешь? То самое. Оргазм. Так зачем тебе мужчина? У тебя все хорошо в жизни. Слышишь? Ну, у тебя вот каждый день концерты. Слышишь? А сколько раз тебе в жизни надо в день получать Не оргазм? каждый день, не Ну ты что каждый. сказал? У меня настолько плотный график, и я все время на сцене. Ну все понятно. Вот вдруг появится- тайна Бузовой раскрылась. Сегодня здесь, в этой программе. Мне больше не больно, больше не больно, я привыкаю. Мне больше не больно, больше не больно, я привыкаю снова просыпаться одна. Мне больше не больно, больше не больно, поверь, это не слезы, это просто вода. Мне больше не больно, больше не больно. А ты готова отказаться от всего того, что у тебя есть, и жить с мужчиной дома, готовить на кухоньке, Нет. заниматься только семьей? Нет. А я вообще не считаю, что отношения должны начинаться с таких фраз. А ты готова отказаться? Отношения – это не жертва. Как обязанности, по-твоему, должны распределяться в отношениях в семье? Я очень хорошая хозяйка, и даже несмотря на мою занятость, у меня всегда дома идеальный порядок, у меня все есть домработница, которая- Конечно, у меня есть домработница, но какая разница? Главный результат. То есть я за то, чтобы был результат. То есть я против того, чтобы мужчина стоял и говорил: так, нет, я хочу, чтобы ты стояла на коленях и драила. Зачем, если полы помыты? Окружение, которое есть в твоей жизни, насколько оно влияет на тебя? И насколько важно иметь правильное окружение? Очень важно. Недаром же говорят такие банальные слова, но они же не просто так всегда звучат. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. То есть у меня очень достойное окружение. Все мои подруги, да, о которых мы говорим, они все замужем, у них правильные ценности. Лучшая моя подруга Олечка, она вообще прекрасный человек, верующий. А как ты выбираешь себе повенчанная. окружение? Мне важно, чтобы человек был порядочный, с чувством юмора, преданный. И очень важно, чтобы меня любили. Чтобы со мной дружили, хотели дружить не потому, что я Оля Бузова, а потому что я реально классная просто девчонка, с которой весело, с которой круто, с которой есть о чем поговорить, с которой можно и поплакать, и посмеяться, и сходить в кино, и в театр, или просто погулять. Танцуй под Бузову, под эту легкую музыку. Тряси своими арбузами. Танцуй под Бузову. Танцуй под Бузову, под эту светлую музыку. Пускай завидуют лузеры. Танцуй под Бузову. Дружба для тебя многое значит в жизни? И есть ли у тебя друзья настоящие? Такое только недавно так рано освободилась и взяла телефон, и ты представляешь, и не знала, кому написать.
У меня есть подруга, которая живет в Санкт-Петербурге, но мы видимся очень редко. Каждый день Ольги Бузовой расписан по минутам. Съемки, репетиции, интервью, красные дорожки, концерты, гастроли. Кажется, что она специально не оставляет в своем графике свободного времени, чтобы не чувствовать душевную пустоту и одиночество. Планируешь специально свое время так, чтобы быть занятой? Да, да. Я иногда даже специально себя загоняю до жуткой занятости, чтобы вот этого ощущения, когда Некому написать, чтобы оно меня не возникало, потому что мне очень становится некомфортно. Поэтому всегда, когда вот у меня какой-то такой люфт возникает, так нужно срочно снять клип или срочно вписаться в какой-то проект, срочно сделать какое-то новое шоу, чтобы не было вот этого люфта. Ты всегда была такой? Всегда. Я всегда была такой, даже я упертая, я баран, я упертая. Даже вот, я помню, мне ставили какую-то плохую оценку, я 4 пересдавала. Мне говорят, ты дура? Я говорю, что сразу дура? Это еще с детства, кстати. Вот ты дура, а я... Ты приклеилась ко мне с детства. В смысле, до сих пор? Ну, типа, до сих пор так говорят. Я 4 пересдавала, ты можешь себе представить? Но это идиотизм. А мне говорили, а мы тебе все равно 5 не поставим, потому что когда ты пересдаешь, все равно на балл ниже. А я говорила, я хочу знать, что я знаю на 5. То есть Тебя это обижает, когда тебя называют дурой? Ну, сейчас уже нет. Ты привыкла? Ну, как-то я уже к этому спокойно отношусь. Абсолютно. Потому что я нашла для себя реакцию очень комфортную, ирония. Потому что человек, который умеет смеяться над собой, он априори не может быть дураком. Когда ты говоришь об одиночестве, когда ты говоришь о том, что тебе некому позвонить, в это трудно вериться. Или это твоя маска, которую ты одеваешь, и она, в принципе, хорошо монетизируется и работает. Я одинокая женщина, очень много одиноких женщин в нашей стране, и они, конечно же, все на это реагируют. Я не знаю, с чем это связано, могу сказать точно. Вот честно, абсолютно, за все время, что я нахожусь на телевидении, я не играла никогда. Я могу немного на сцене утрировать, шутить. Кокетничать. Кокетничать, да, но я не считаю, что это маска. А во мне огромное количество граней. Мне кажется, ты еще немного витаешь в облаках, потому что ты сегодня востребована и популярна. Как только это пойдет на спад... А что меня так все на спад-то отправляешь? А почему ты считаешь, что это пойдет на спад? Хотя бы ты меня можешь не опускать. Мне и так уже многие хотят опустить мне мысли материально. Нет, не хорошо, позволю. у тебя не пойдет на спад. Только наверх. Послушай. Только вперед. Мое сердце птица в твоей грудной клетке. На ветку с ветки, с ветки на ветку. Мое сердце птица в твоей грудной клетке. На ветку с ветки на ветку. Твои слова водятся, так не годится. Ты разводил умело, но я не хотела разводиться. Слова водятся, так не годится. Ты разводил умело, но я не хотела разводиться. В жизни я себе стал говорить, что это все равно такая спираль, когда у тебя то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Белая полоса, черная полоса, белая полоса, черная. Да, конечно. И то количество людей, о которых ты сегодня говоришь, мы все через это проходили. Сегодня они все рядышком приходят на концерты, все любят. Как только что-то происходит, и ты вдруг становишься неудел на какое-то время, скажу так, да. такое все равно в жизни происходит, то этих людей не оказывается рядом. Вот как ты понимаешь, что люди, которые сегодня рядом с тобой, они действительно честны, верны, преданы тебе, или все-таки ты играешь и принимаешь условия игры и понимаешь, что это вот такая игра. Ты мне, я тебе, ты мне, Вот я смотри, тебе. я не могу сейчас сказать и поименно сказать, вот эти будут со мной, если я вдруг окажусь неудел, а эти от меня откажутся, потому что сейчас они со мной общаются только потому, что я в тренде, я модная, я клевая, популярная, потому что это жизнь. Я не могу сказать, что я вообще думаю об этом. Я сейчас люблю людей. И я получаю от них их любовь, их поддержку. Ты знаешь, как вот я живу? Ну, В розовых очках? Да, я вот честно, мне так проще. Розовые очки бьются стеклами вовнутрь. Девочка, что любит сильно, так легко обмануть. Повзрослела девочка, в сумке красная помада. Больше ей такой любви не надо, не надо,
легче, проще. Потому что я лучше потом буду переживать от какого-то предательства, чем изначально вот так вот с лупой рассматривать. Они были в твоей жизни? Были. И мне так проще. Да, пускай, может быть, это розовые очки, можно так называть. Как ты выходила из этих ситуаций? Страдала, плакала, больно было. А как по-другому? Это жизнь. Люди предают, люди делают больно. И при этом ты продолжаешь... Продолжаю верить. Продолжаю. Мне так проще, иначе я буду вообще одна. Иначе я тогда вообще никого к себе не буду подпускать. А знаешь, как мне сложно отношения вообще какие-то завязывать с мужчинами. Я каждого думаю, что он предатель априори. Каждый думаю, что меня обидит. А как тогда, что всю жизнь жить с ощущением, что все мужики козлы, как же тоже нельзя. А люди не верили, что крылья ангелы расправят и улетят в облака. Упавшие ангелы с новыми силами поднимутся в небеса, небеса. А люди не верили, что крылья ангелы расправят и улетят в облака. Упавшие ангелы с новыми силами поднимутся в небеса, небеса, небеса. Ты же выглядишь вот в этой индустрии, как, извини за это выражение, наверное, как белая ворона. Все талантливые, неординарные люди, они очень особенные. Ты это прекрасно знаешь. Ты общаешься с огромным количеством людей, в том числе, и ты знаешь, что люди, которые добиваются определенного результата и успеха, они особенные все. Они все очень необычные. Они все немножко того. Ты Поэтому тоже? я того, да. Я того, причем очень. И когда я прихожу куда-то, я чувствую... Не могу сказать, что я чувствую себя неловко, потому что красные дорожки, сцены, это все мне безумно нравится, и это то место, где я получаю кайф. Но если говорить об общении с коллегами, то да, я себя ощущаю по-прежнему, несмотря на то, что уже, казалось бы, сколько можно биться, да, и доказывать, по-прежнему я ощущаю вот это вот. Мне гораздо важнее выходить на сцену в городах и видеть полные залы, чем сидеть за столом и выслушивать лицемерные комплименты в свой адрес. Я от этого не получаю никакого удовольствия. Что деньги значат в твоей жизни? Независимость. Сколько тебе нужно, чтобы ты была независимой и, может быть, прекратила вообще всем заниматься? У тебя есть какая-то цифра в голове? Нет, цифры нет. Я до сих пор не знаю, что такое 100 миллионов долларов. То есть я по-другому воспринимаю деньги. Нет такой цифры, Ты чтобы знаешь, я сколько у тебя остановилась. денег сегодня? Ты умеешь считать? Да, знаю. Или у тебя есть люди, которые этим занимаются? Нет, Инстаграмом и деньгами я занимаюсь сама. Ты не транжира? Нет, я не транжира, я очень экономна, но я очень щедрая. То есть я могу совершить безумную покупку для других. Я знаю, сколько у меня денег, потому что я всю свою карьеру строю сама и оплачиваю все сама, песни, клипы, таргетинг, посевы, сторисы, дизайнеры. Это все я контролирую, поэтому, конечно, я знаю, сколько я зарабатываю, знаю, сколько я трачу. Плюс у меня коллектив огромный, и каждый концерт – это определенные затраты, свет, и танцоры, звук и так далее. Поэтому я в курсе всего. Какое главное качество отличает людей, которые добиваются в жизни выдающихся результатов? Любовь к своему делу – самое главное. Ну и трудоспособность. Я верю в то, что когда ты действительно любишь, по-настоящему любишь то, что ты делаешь, то ты рано или поздно добьешься результата. Любовь. Самое главное – любовь. 5 советов от Оли Бузовой, как нужно быть успешным. Любить, выбрать то, что ты любишь в этой жизни, и начать этим заниматься. Не бояться ни в коем случае. Страх разрушает. Работать очень много. Верить в себя, то есть никого не слушать, чтобы не поддаваться сомнениям. И пить много воды, потому что это полезно. Еще
Еще несколько правил от Ольги Бузовой, как быть красивой и здоровой. За внешностью нужно следить с молоду, беречь не только честь и совесть, но и внешность. Что нужно делать? Сон. Самое главное – сон. Дальше правильное питание. Это очень важно. Конечно, мы все любим побаловаться и макарошками, и курочкой, но все-таки следить нужно за питанием. И я даже заметила, как только я начинаю правильно кушать, то есть овощи, рыбку, я и чувствовать себя начинаю лучше. От чего ты отказываешься? Я вообще не ем майонез, не ем сладкое. То есть, а так, чтобы я прям специально от чего-то отказываюсь, я человек, я позволяю себе такие слабости. То есть, если я еду в Италию, я буду есть спагетти и пиццу. Но просто я буду знать, что потом мне не нужно будет где-то там себя в чем-то контролировать. Массажи обязательно. Ну, а так вот, если говорить точечно, то это питание. Все просто, на самом деле, все гениально, просто. Питание хорошее, сон, спорт. Но и надо любить себя. Это очень важно твое состояние эмоциональное. Надо быть добрым человеком, любить мир. Злость, она разрушает, ненависть, она разрушает. То есть очень часто, не знаю, обращал ты внимание или нет, вот злые люди, вот такие злые, они как-то старше выглядят, у них все такое вот какое-то, они вечно какими-то болячками болеют. Нужно любить очень сильно жизнь, себя, мир, быть добрым человеком. Я верю в это. Ты счастливая женщина? Да, А в чем заключается твое счастье сегодня? работа. Работа, счастье делать счастливым моих близких людей. Я Как счастлива, это проявляется? Я счастлива, что моя мама путешествует по всему миру. Я счастлива дарить любовь, свою заботу с близким людям. Перейдем к блиц-опросу. Короткие вопросы, короткие ответы. Первый вопрос. Твоя самая положительная черта характера? Так их много просто. Надо одну сказать. Назови несколько. Преданность, трудоспособность, честность, Что является твоим главным недостатком? эмоциональность. И это как достоинство и как недостаток. Что сегодня в твоей жизни придает смысл? Сцена. Когда ты последний раз плакала? Вчера. Правда. Какой сверхспособностью ты хотела бы обладать? Читать мысли. Вообще, потому что так сложно лжецов распознавать. А еще перемещаться в пространстве, потому что дорога съедает очень много времени. За что ты благодарна Всевышнему? За жизнь. За жизнь. Всегда говорю о том, что это самое главное. Это жизнь. О чем ты мечтаешь сегодня? Ой, у меня мечты очень приземленные. Я не мечтаю там о бриллиантах, там, да, то есть не это главное. Я мечтаю, чтобы мы были здоровы все, моя семья. Мечтаю, чтобы мы были счастливы. Ну, на самом деле, в последнее время думаю только о здоровье, потому что это самое главное. На фоне всех остальных тем, которые мы с тобой обсуждаем, это все самое главное – это быть здоровым. Я мечтаю быть здоровой, и чтобы моя семья была здорова. Тогда у нас в жизни все будет так или иначе. Мы будем счастливы. Спасибо большое тебе, Оля. Спасибо. Рад был с тобой повидаться сегодня. Взаимно. Спасибо. Я желаю тебе счастья и найти своего молодого человека.